Я всех приветствую, зрителей. Итак, сегодня вышла наконец-то Atomic Heart, что переводится как «Атомное сердце», если кто не в курсе. Эту игру ждали больше 4 лет, делали ее весьма не быстро, и поэтому в этом видео я не буду обсуждать сюжет, интересно или не интересно, мне абсолютно все равно. Я лично жду Stalker 2, но я знаю, что есть множество людей, кому хотелось бы запустить эту игру на своем компьютере или ноутбуке, и поэтому для вас, именно для зрителей, я решил протестировать релизную версию на 2 компьютерах и одном ноутбуке, а именно в первом случае у нас будет бюджетная сборка за 40 тысяч рублей с i3 12100F плюс видеокарта 1650 и 16 оперативы. Я уже снимал недавно видео об этой машине, буквально вот неделю назад. Если кому интересно, смотрите видео на канале. Ну и второй компьютер — это ПК моей жены, тоже с i3 12100F на 4 ядра 8 потоков, но с видеокартой RTX 2060 Super и 32 оперативы. Это народная видяха 2060 Super, ее часто покупают, и 1650 тоже берут очень активно. В общем, сборочки будут, честно, далеко не безумные мощности, такие себе, знаете, максимально приближенные к тем, что собирают сегодня зрители, от 35 до 60 тысяч рублей. Среднебюджетные, короче, сборки. Но у нас еще есть третий представитель, и я решил протестировать Atomic Heart также на игровом ноутбуке китайском. И что странно, этот ноутбук явно не слабый, у него внутри i7 12700H плюс видеокарта RTX 3060 и 2К дисплей. Так что это весьма интересно. Я знаю, я почти уверен, что у зрителей имеются не только компьютеры дома, но и, конечно же, ноутбуки. Так что вот такая тройка у меня получилась. 2 компьютера довольно средних и 1 заряженный ноут. Обязательно все протестируем буквально через 1 минутку. Сейчас немножко информации для зрителей. Друзья, жизнь штука довольно сложная и запутанная. Разобраться в ней — это еще то испытание, а учить кого-то еще жизни — это настоящий вызов. Вот, например, я могу рассказать вам, как выбрать хороший комплектующий, но не как выбрать свое будущее, а иногда подобные советы очень даже нужны. Вашим помощником в таком случае станет учебник от Тинькофф журнала. Что такое учебник ТЖ, вы спросите? Ну, по сути, это коллекция небольших, но интересных и понятных статей уроков на самые разные темы. Например, в учебнике можно найти гайды, как определиться с профессией, как начать правильно копить деньги и вообще, как заставить побороть в себе внутреннего прокрастинатора. Я, например, считаю очень важным уроки финансовой грамотности для взрослых. Да, взрослые тоже не всегда умеют правильно распоряжаться деньгами, а сегодня это крайне важно. Причем это не какие-нибудь там курсы успешного успеха в кавычках за бешеные деньги. Практически все курсы абсолютно бесплатны и дадут базовые, но очень важные знания, в то время как платные помогут разобраться в более узконаправленных темах вроде покупки квартиры и борьбы с выгоранием. Большой плюс — все курсы можно проходить в своем темпе, хоть с компьютера, хоть через приложение. Не нужно неделю ждать вебинара, на котором ментор 100 раз спрашивает, хорошо ли слышно, и просит поставить вас плюсики в чат на 100 человек. Учиться никогда не поздно, друзья, так что переходите в учебник ТЖ по ссылке в описании, чтобы прокачать свою жизнь и кошелек. Всем удачи, ну а мы вернемся к теме нашего видео. Итак, начнем, я думаю, с самой простой сборки на процессоре 12100F и видеокарта бюджетная 1650. Наверное, будет объективным не выкручивать, знаете, ультра настройки, и сперва посмотрим на высокие Full HD с включенными эффектами на 12-м директе. Итак, значит, локацию я выбрал максимально насыщенную в самом начале игры, то есть в центре, и у нас есть такая, знаете, там длинная улица, и вот на ней на высоком пресете получаем в среднем от 32 до 40 FPS. Ну, как бы, так сказать, да, есть стабильная 30-ка, но это очень неприятные 30 кадров, я бы даже сказал, всратая 30-ка, и если честно, не очень комфортно с таким фреймрейтом, да еще и в динамичном шутане. Если будет там какой-нибудь замес с NPC, там с кучей роботов, то там, я уверен, будет и 20 кадров, и может даже 15, и еще меньше. А еще сюда стоит обязательно добавить частые фризы, что скорее всего связано с количеством видеопамяти у видеокарты 1650. И я напомню, что там все-таки стоит 4 VRAM, хотя, возможно, тут дело и не совсем в видеокарте. Так что, как бы, высокие настройки Atomic Heart на 1650, то есть про них можно просто забыть. Вот куда интереснее, это все-таки средний пресет, и вот тут есть о чем рассказать. Но вот, во-первых, действительно мы сразу получаем прирост буквально на 100%, и в среднем видим там 55-60 FPS. Но это, еще раз повторюсь, в очень сложной локации с кучей объектов и так далее. В закрытом помещении будет, я думаю, 70-90 кадров, и это действительно так. Я проверял, там имеются такие цифры, и даже 95+. Но
но у меня есть вопросы именно к визуальной части на средних настройках. Мне кажется, друзья, эти настройки очень сильно убивают все эффекты и минус тени, и получаем крайне плоскую картинку, словно запустили, не знаю, BioShock Infinity 8-летней давности. Очень слабовато смотрится Atomic Heart на средних. Это явно не те настройки средние, как, например, в Киберпанке. Там даже на средних симпатичная была картинка. Особенно, что мне не нравится, что на средних сильно меняется освещение, и тени просто выключаются по сути. Хотя на высоких прям, заметно симпатичнее все как бы визуально. Но высокий, еще раз уточню, не тянет 1650. Это очень и очень жаль, что только средний. И вообще, одним словом, парни и девушки, если у вас имеется 1650, то я бы рекомендовал вам потратить полчасика и вручную прям сесть и дотошно поковырять все настройки, каждый ползунок и выставить средние, но такие средние, чтобы и тени были хотя бы, и чтобы FPS был там 50-60, будет просто замечательно. Но средний пресет автоматом мне лично не очень понравился. Окей, друзья, что ж, едем далее. Теперь запустим атомное сердце на более мощном компьютере с RTX 2060 Super и 32 оперативы. Итак, все те же локации, все те же настройки, хотя нет, 100 прежними остались разрешение Full HD, но вот настройки уже я выставил внимание на ультра и также включил трассировку лучей и DLSS в режиме баланс. И как видим, результат просто отличный. 90-100 кадров в центре, это очень приятно, но еще одно маленькое замечание. У меня есть, знаете, небольшое сомнение насчет RTX. Мне, честно кажется, от названия RTX в настройках только само название. Я как бы, не совсем вижу разницу между лучами и без лучей. Есть у меня все-таки подозрение, что трассировку пока что еще не завезли, а опция при этом осталась. Возможно, я ошибаюсь, такое не исключено, но вот DLSS действительно работает, и различные режимы от качества до производительности, они такие, да, влияют на фреймрейт. Ладно, в любом случае на этом компьютере с Vidyaha 2060 Super можно спокойно выставлять все на ультра. Однако есть еще один также неприятный нюанс. Да, все верно, вы тоже, наверное, заметили, это фризы. И тут уже, наверное, не стоит обвинять 2060 Super или процессор, потому что даже на мощном i7 на 8 ядер 16 потоков тоже имеются фризы, причем, знаете, такие очень мощные на целую секунду. Это неприятно и непонятно, с чем это связано. Как бы, возможно, атомное сердце повторяет судьбу Ведьмака с RTX, и там до сих пор есть фризы, и это даже после кучи всяких обновлений. Короче, надо немножко подумать разработчикам над проблемой фризов, потому что, меня лично раздражает, и причем местами явно выбешивает. А так, конечно, да, приятно смотрится анриловский движок в Atomic Heart, и даже весьма по-современному, в традициях 2023-го. Хотя, если честно, мне казалось, что движок будет, умышленно упрощен, и мы получим не совсем то, что видели в рекламных трейлерах. Да, я не стану обсуждать в этом видео там геймплей, механику, сюжетную часть. Это все, знаете, на усмотрение журналистов, обзорщиков, летсплееров. Меня больше интересует чисто техническая часть. И тут в плане визуала все более чем симпатично. Весьма симпатично. Вы бы хоть использовали для этого, не знаю, осужденных смерти. Ну а мы продолжаем тестировать атомную печень, и следом у нас проверим ноутбук с видеокартой RTX 3060. Скажу сразу, такое мощное железо с процессором i7 12700H я решил сразу тестировать на ультра с лучами, но в разрешении 2К или QHD. Это самые высокие показатели, и все равно у нас от 65 до 80 FPS на улице и 90-120 в закрытом помещении. Это примерно. Если честно, мне не верится, что настолько объемный мир с кучей там деталей, объектов может на ноутбучном 3060 выдавать 80-90 FPS в 2К. И все же, вот честно, я думаю, здесь нет трассировки лучей. Я специально потом залез в интернет, там почитал информацию перед тем, как выпускать это видео, и таки да, действительно есть новости о том, что на релизе не будет поддержки RTX. И это потом ее уже добавят чуть позже. И тут до меня наконец-то дошло, друзья, что если сейчас мы получаем 70, 80, 90 FPS на 3060,
50 на ультра, то с лучами, я думаю, нужно как минимум делить все на 2, потому что RT съедает очень немало ресурсов, и значит с трассировкой мы получим 35-40 кадров. Вот это уже абсолютно иное дело. Пока что, скорее всего, я думаю, то есть мои такие мысли, что разработчики решили схитрить, и чтобы хорошо продать игру, им нужно было просто сделать хороший FPS, то есть высокие показатели кадров, и без скандалов, желательно, что не тянет у людей с лучами. И потом они, я думаю, через месяц там подрубят лучи, и это будет уже абсолютно иное дело. И фреймрейт, я думаю, сильно удивит людей с видеокартами RTX. Я думаю, он будет, раза в 2 меньше, потому что я сразу понял, что тут странная типа трассировка, она включается но не работает, то есть она есть, но ее и нет, и отражения какие-то вот корявые, неправильные, это явно все не так, в действительности, это какая-то вот такая хитрость. Так что эти тесты можно считать первичными, и полная версия визуальная прибудет уже, наверное, чуть позже. Вот прямо честно, черт его знает, может быть через месяц там выйдет с лучами, это никто не знает, возможно, то есть я без понятия. Ладно, так или иначе, вроде нормально работает Atomic Heart без трассировки, но с трассировкой. Короче, это приятная новость, но неприятная, что есть фризы, и с ними тоже нужно что-то делать разработчикам. Это просто обязательно. Вот такое вот, друзья, у меня вышло видео. Я проверил на том железе, что имею у себя дома, и надеюсь, вам было полезно узнать, подтянет ли ваш домашний ПК эту новинку. Всем еще раз спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь обязательно на канал. Увидимся уже очень скоро. Не болейте. Пока-пока.